Всем привет, друзья! Меня зовут Данил, вы на канале Таганай, и это проект Игра Клюква, где мы смотрим, как показаны русские в популярных зарубежных компьютерных играх. И да, хотя я обещал сделать видео по франшизе Metro, но оно пока откладывается, а сегодня обзор Call of Duty 5 World at War. Поехали! И да, я не буду вас обманывать, мне нравится Call of Duty 5 и очень тяжело будет сделать на нее критический обзор, поэтому мне поможет уже знакомый вам эксперт Эдуард Либералович Покаянский. Встречайте. А ваш эксперт к съемкам не готов. У него опять приступ буйства. Я звоню лечащему врачу. Психиатрическая. Покаянский ваш тут опять буянит. На аминозин, паразита, на аминозин. Так, извините, у нас технические неполадки. Пока эксперта приводят в кондицию, я коротко расскажу об игре. Итак, Call of Duty 5 World at War вышла в 2008 году и включала в себя только две кампании. Советскую из США на Тихоокеанском театре военных действий. После довольно блеклой советской кампании Call of Duty 2 я не ждал ничего особо хорошего. Тем более серия Call of Duty уже триумфально перенеслась в сеттинг современной войны. Игра по Второй мировой войне в рамках серии выглядела запоздалой и глубоко вторичной. Робкие надежды навевало лишь то, что разработчиками игры выступали Treyarch, приложившие руку к шикарному аддону United Offensive. Че, готов? Отлично. А вот и товарищ Покаянский. Встречайте. Шарф выплюнь, подонок! Фон поставьте кто-нибудь. Я буду краток. Когда ветер времени перебирает слипшиеся от крови страницы советской истории, мне хочется зажмуриться. Вот и хорошо, а пока вы жмуритесь, мы продолжим. Итак, советская кампания Call of Duty World at War начинается в Сталинграде. Опять. Фу. И да, начало первой миссии взято из любимого нами фильма «Враг у ворот», который уже напросился на собственный обзор. Только в этот раз у меня не возникло отторжения, слишком уж жутко и эпично выглядело происходящее на экране. Картинка словно кадр не из богомерзкого «Врага у ворот», а из какого-то советского фильма. Немец с закатанными рукавами и автоматом, шагающий по Сталинграду как хозяин. Черное от летящих самолетов небо, дым, пепел. А вот и он, наш будущий друг, сквозной персонаж советской кампании и практически символ игры Call of Duty World at War Виктор Резнов. Озвученный в оригинале самим Гарри Олдманом, которого знают, наверное, все. Ой, да кто все? И мне одному кажется, что он чем-то похож на Владимира Ильича Ленина. Западные разработчики явно неровно дышат к образу Ильича, и он регулярно появляется то в играх, то в мультиках. Долой капитализм! Виктор Резнов — это крутейший персонаж, который для многих стал символом не только советской кампании, но и всей игры. Ибо в кампании за США запоминающихся героев мало, и им дали кода Резнова. Виктор невероятно крут, харизматичен и отлит из чистого бруталина. Да, на протяжении всей кампании он будет беспощадно жесток к немцам. Виктор, зачем же вы убили этих немцев? Они просто хотели сдаться. Друг мой, я не телепат, откуда я мог это знать? Но они были безоружны и подняли руки вверх. Если бы все было так просто, ну вот смотри, я поднял руки, я что, после этого сдаюсь? Ну вообще-то да. Господи, Чернов, ты просто невыносим, как я тебя терплю. Но при этом он же будет делать все, чтобы спасать своих товарищей. Нашего героя Лопушка он спасет трижды. В игре не нужны сохранения, если рядом есть Виктор Резнов. Также Резнов показан харизматичным лидером, который подбадривает и мотивирует сослуживцев. Пока он жив, дух этой армии не будет сломлен. Мы все гордимся им. Сильное заявление. Проверять я его, конечно, не буду. А в общем, крутейший персонаж. Сержант Резнов, на вас жалуются солдаты. Какие? Немецкие! Смешно. При этом именно Резнов является единственным источником клюквы в игре, начиная от странной бороды, неправильной формы одежды, что в Сталинграде, где он сочетает погоны и петлицы, что в Берлине, и заканчивая его жутковатым тесаком мачете, который, кстати, на самом деле имеет реальный прототип. Это УВСР Тайга-1. Уж не знаю, где разработчики его раскопали и главное зачем, но в любом случае это лучше, чем топор или серп и молот. Говорят, что Резнов кровожадный, но на самом деле он сегодня просто дежурный по кухне. Виктор, хватит уже свеклы. Ну ладно, неси морковку, ее тоже порежем.
Пользуясь грохотом от низко пролетающих самолетов как прикрытием, мы отстреливаем немцев одного за другим, а потом прячемся в разрушенном баре, где на Резнова накатывает волна воспоминаний, и он рассказывает, как здесь было хорошо до войны. Когда-то здесь любили собираться друзья, здесь встречались возлюбленные. Когда-то, давным-давно. Эта сцена призвана объяснить, что в будущем советскими солдатами будет двигать месть за любимый бар. И здесь я вижу пропасть в мировоззрении советского и западного человека. Я могу ошибаться, но мне кажется, что в 40-е годы для советского человека святым и любимым местом могла быть набережная, парк, кинозал, библиотека, может быть кафе, но никак не бар, потому что баров в Советском Союзе не было. Были столовые, были кафе, были на худой конец рестораны, общепит. Посмотри, товарищ, во что они превратили это место. А когда-то здесь подавали лучший в Союзе скотч и бурбон. Здесь любили собираться старые друзья, встречались возлюбленные, чтобы выпить по стаканчику пиноколады, глядя на набережную Волги. Это был лучший бар в Сталинграде, но они все уничтожили. Но ничего, придет время, и война будет идти по их земле. Литься будет их кровь, гореть будут их бары. Далее нас ждет довольно сложная снайперская дуэль, после которой нас все-таки заметят немцы и начнут сжигать дом из огнеметов. Во время бегства Резнов в очередной раз спасет нашу жизнь, но после мы все-таки попадем в руки ко врагу. К счастью, в самый последний момент на помощь придут другие советские солдаты. Дмитрий, мы думали, ты погиб в бою на площади. На площади он был, но он не погиб. Да, советские солдаты спасали друг друга, и это было нормально. Это вы так думаете, но ничего. Скоро, уже очень скоро весь мир узнает правду о том, как советские солдаты якобы помогали друг другу. Где вы были, рядовой? Препятствовал пленению доблестного советского офицера, товарищ майор. Фу. Показалось. Мы прикрываем атаку товарищей снайперским огнем, чтобы они могли продвигаться вперед. Потом убиваем вражеского генерала, чуть ли не коменданта города, который непонятно что делает в самом центре уличного боя. А потом, спасаясь от шквального огня немцев, эпично прыгаем в реку. На этом сталинградская миссия завершена. И как по мне, тема мести, ради которой и создавалась эта миссия, которая идет отдельно от остальной советской кампании и даже называется «Вендетта», раскрыта недостаточно хорошо. Одного эпизода с разрушенным баром явно недостаточно. Об ужасах немецкой оккупации можно и нужно было сказать больше, чтобы мотив мести звучал более ярко. Вы согласны, Эдуард Либералович? Здесь я вынужден с вами согласиться, действительно недостаточно много и недостаточно ярко сказано об ужасах и кровавых преступлениях сталинского режима, наганами комиссаров, гнавшего безоружных солдатиков на немецкие пулеметы, в надежде, что у тех кончатся пули. Но они все не кончались. Ни пули, ни солдатики, и лишь немецкие пулеметчики сходили с ума. И я сошел с ума. Заметно. Далее идет крутая заставка, но у меня есть вопросы. Написано 3 годами позднее, но при этом нас переносят назад в 41 год и показывают битву за Москву. При этом закадровый голос говорит, что мы на подступах к Берлину на Зиеловских высотах. За последние месяцы мы вплотную подошли к Зиеловским высотам. И все это после Сталинграда. Мы превосходим немцев 10-1. Я, кажется, знаю, какой культовый режиссер оказал влияние на разработчиков. Вы увидели, что время здесь — это пространственное измерение. А так, ну, он гений, да. Ладно, заставка на самом деле клевая. Такое чувство, что разработчики просто прониклись масштабом и значимостью сражения на Восточном фронте и попытались максимум информации впихнуть в одну маленькую заставку, но им просто не хватило хронометража. Но мы-то все поняли, мы знаем историю Великой Отечественной войны, а вот западному игроку может быть сложновато. Нихуя не понял. Ну, очень интересно. Ах, вы заставку сделали? Вот этот артхаус, это заставка. Вы сами поняли вообще, что сделали? Причем тут Москва? У вас видеоряд не соответствует звуку, вы ее сами хоть смотрели?
Вы меня хотите идиотом выставить? Решили, что кто-то из вас гребаный Нолан? Превосходство Красной Армии 10-1, а потом еще и показанные цифры: 85 тысяч немцев против 2,5 миллионов советских солдат. Это, конечно же, клюква, выставляющая Красную Армию монгольской ордой. Естественно, реальные цифры были абсолютно другие. Разработчики просто посчитали всех советских солдат, участвовавших в берлинской стратегической наступательной операции. А это 3 фронта. А у немцев посчитали только гарнизон города. Вы не правы, всего доброго. И вот мы уже на Зиеловских высотах. Только вот наш герой почему-то в плену у немцев. Но его спасают, и это снова Виктор Резнов. Surprise, motherfucker! Встреча друзей через 2 года после Сталинграда. Но некогда предаваться эмоциям. Красная Армия эпично наступает при поддержке танков и авиации. В состав этого наступления вливаемся и мы. И остается только подивиться безмятежности немцев, находящихся на острове советского наступления, но, видимо, слепо-глухонемых, раз не слышали ни артподготовки, ни рева наступающих танков. Здесь мы знакомимся с еще одним сквозным персонажем, рядовым Черновым, который является полной противоположностью брутального и кровожадного Резнова. Неказистый, полноватый, немного нелепый и миролюбивый. Резнов требует добить раненых немцев, но миролюбивый Чернов говорит, что в этом нет необходимости. Чернов, я не слышу выстрела. Нет необходимости, сержант. Они истекают кровью, им не выжить. В таком случае, может, наш друг захочет ускорить их кончину? Чернов, я не слышу выстрелов. Добей этих фрицев. В этом нет необходимости. Они смертельно ранены, истекают кровью. Через час-другой умрут в страшных мучениях. У этого, вон, смотрите, кишочки торчат. Ну-ка, давай, придержи их рукой. Так. Вот. Ай! Добрый малый, ничего не скажешь. В итоге мы можем либо добить немцев, либо бросить их медленно умирать. Второй вариант почему-то считается более гуманным. Тут же нам предлагают новую забаву – поджечь посевы на полях, где спрятались немецкие солдаты. Поджечь пшеницу! Они не уйдут! Огонь! Вы должны стрелять им в спину? Нет, блядь, в жопу себе постреляй! В спину! В живот! В голову! Куда хотите! Только прикончите! Отстреливать, закалывать, вешать и сжигать. Близки времена правды, когда мы не по лживо в советских компаниях будем сжигать поля с посевами, чтобы уничтожить своих же советских солдат. Good job, comrade. Ну нахер. А мы продолжаем наступление. Отметим, что по дизайну советские солдаты получились похожими сами на себя. У них правильные гимнастерки с погонами, как и положено в 1945 году. Из головных уборов шапки-ушанки, пилотки и шлемы. Смущают только офицерские ремни и некоторые детали, но в целом получилось очень годно. А вот с ППШ разработчики намудрили, увеличив расстояние между спуском и защелкой магазина раза эдак в 3. Вот это печаль какая. Поэтому внешний вид и хват оружия получился неправильный. Не, ну это нормальная история. Настоящие ППШ обычно держали снизу за магазин. Держаться позади магазина было неудобно. Слышь, чепушила, как оружие держишь, ёпта? Чё? За магазин не держат, понял? Ты чепушила, походу, в армии не служил, ёпта. Сюда иди. В ходе дальнейшего наступления захватываем один за другим оборонительные пункты, сжигаем королевские тигры из панцершреков, немного катаемся в качестве десанта на танке с надписью «Уфа» и зачищаем немецкий лагерь. Все зрелищно, эпично, мне нравится. Далее захват Зиеловских высот продолжается на танке. И хотя танковые миссии Call of Duty обычно получались довольно скучными, здесь баллов добавляет эпичность и размах происходящего с летящими в небе самолетами и отличной музыкой. Ну и бонусом то, что наш танк огнеметный. И вот мы прибываем в пригороды Берлина и начинаем продвижение по городу. И снова происходящее вызывает в основном восторг, потому что выглядит внушительно, мрачно и играется интересно. А советские солдаты выглядят и ведут себя, как и положено, солдатам. Рядом двигаются танки, а сзади ведут огонь гвардейские минометы «Катюша». Это просто. Хорошо. Да, снова звучит тема жестокой мести и того, что советские солдаты принципиально не берут немцев в плен. И вот тут, мне кажется, разработчики несколько перегнули палку, потому что тема мести в Сталинграде раскрыта не настолько ярко, чтобы объяснить вот эту вот ярость и ненависть советских солдат к немцам. Такое чувство, что немцы вот только-только впервые начали проигрывать, впервые в истории сдаются в плен, и советские солдаты просто не в силах совладать с эмоциями и всех их убивают. Но немцы сдались в плен уже в том же Сталинграде, и 90-тысячную армию Паулюса взяли в плен, а не расстреляли. Так какого хрена советские солдаты себя так ведут в Берлине? А вы как думаете, Эдуард Либералович? Вот немцы, они же массово сдавались в плен в 1945 году. Неужели их всех расстреливали? Ну, есть же, наконец, кинохроника.
Всех, всех убили и уничтожили, всех до единого, ибо советский паровой каток не щадил никого, и своих, и чужих всех перемолол в кровавую требуху. Подождите, но откуда тогда взялось 3 486 000 немецких военнопленных в советском плену, если их всех расстреливали? Вы что-то путаете, Эдуард Либералович. Все так и не так одновременно, да, их, может быть, не убили в привычном и понятном вам смысле этого слова, но здесь разработчики просто сглаживают углы. Ведь на самом деле немецких солдатиков ждало нечто гораздо более страшное, чем просто пуля, обрывающая жизнь. Их страдания растянулись на годы, ведь их ждал красный плен, морозы и лагеря. Родина твоего страха. Смотрите-ка, даже наш эксперт признает, что красноармейцы чаще всего брали немцев в плен, а не расстреливали в поле без суда и следствия. При этом есть еще несколько важных фактов, которые следовало бы знать нашему Эдуарду Либераловичу. Общее число пленных с обеих сторон было примерно сопоставимо – более 3 миллионов. Только при этом из немецких пленных 85% вернулись домой, и только 15% погибли в плену. Из советских военнопленных в плену погибло 57%, больше половины. Германия, подписав Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными, в отношении советских граждан ее не соблюдала. Более того, в ряды пленных немцы охотно записывали не только военнослужащих Красной Армии, но порой и просто всех мужчин, способных держать оружие. Например, в котле под Киевом немцы отчитались о 665 000 взятых в плен, при том, что весь Юго-Западный фронт на тот момент насчитывал 627 000 человек, из которых 150 000 вообще в окружение не попали. И еще десятки тысяч из окружения вырвались, но ничего, немцы добрали за счет мирного населения. И вы знаете, у советского солдата были все поводы ненавидеть немцев и устроить им ответный кровавый геноцид. Только этого не произошло. То ли помог приказ с запретом от Сталина, то ли более добрый менталитет, а может быть то, что за спиной советского человека стояла не людоедская идеология расового превосходства, а просто человеческое горе. И как бы ни пытались Геббельс и его современные приспешники выставить советского солдата орком, упырем и уродом, все никак не получается. И да, популярное нынче утверждение, что все до единого освобожденные советские военнопленные в итоге попали в ГУЛАГ и на Колыму, легко опровергается изучением архивных документов, из которых становится ясно, что из всех военнопленных арестовано было только 14%, остальные же вернулись к нормальной жизни. После этого долгого, но необходимого пояснения вернемся к игре. Мы продолжаем продвигаться по Берлину. Дальше дорогу нам прокладывают танки. Зачищаем небольшой то ли госпиталь, то ли пансионат и гоним немцев дальше по улицам, продвигаясь к центру города. Действие следующей миссии происходит уже в центре Берлина, и начинается все с очередного убийства пленного немца. О, смотри, еще один руки поднимает. Ума не приложу, что они этим хотят сказать? Ну нахер. А ты пощадил наш народ? Сейчас ты умрешь. Стой! Он может нам помочь. Помочь? Пусть лучше за нас умрет. Потом Чернов сокрушается, что снаряды, видите ли, уничтожают город. Это не война, это убийство. Что Резнов распустил личный состав? Боец, идет война, противник оказывает сопротивление. О каком убийстве речь? Этим и заканчиваются войны. Это безумие! Наши снаряды уничтожают город! Заходи! Снаряды уничтожают город? Какой ужас! Немедленно прекратите это безобразие, ведь немецкие снаряды и бомбы никогда не позволяли себе уничтожать советские города. Постойте-ка! В целом же миссия очень крутая и атмосферная. Сначала мы пробиваемся через полуразрушенные горящие здания, потом включаемся в эпичные уличные бои под дождем. Стреляют катюши, едут танки, грохочет музыка, в общем, мороз по коже. Эпичность происходящего просто зашкаливает. Наконец мы добираемся до входа в метро, где 3 немецких солдат пытаются сдаться. Если вы сдаетесь, почему сабли у вас под ногами? Чернов, что это тут творится? Эти люди пытаются сдаться. Оглянись вокруг себя, Чернов. Ты хочешь сказать этим людям вместе? Смерть бывает лишь двух видов: быстрая и медленная.
И, наконец-то, у нас есть выбор, мы можем повлиять на ситуацию и решить. Расстрелять немцев из автоматов, либо забросать коктейлями Молотова. Третьего не дано. Вот так воевала советская армия. Спускаемся в метро. Да, я же обещал метро, так вот и оно. И здесь создатели игры совершенно внезапно показывают драматичный эпизод затопления берлинского метро. Красной ордой орков из Мордора. Да нет, культурными рыцарями из Третьего Рейха. И хотя официальная версия о том, что палачи из СС по приказу Гитлера затопили почти 20 тысяч прячущихся в туннелях мирных жителей Берлина, сейчас нередко подвергается сомнениям, игра следует именно этой официальной версии. Дмитрий, береги! Все будет хорошо. Слышишь меня? Они затопили свое метро, пытаясь убить нас. К счастью, нашу мокрую шкуру снова спасает Виктор Резнов. А потоки воды удачно выносят нас на станции прямо около Рейхстага. Думаешь, это нам поможет вернуться домой? Писать про войну вместо того, чтобы воевать? Никто не будет это читать. Если у тебя кишка тонка убивать за родину, то, по крайней мере, покажи, что ты готов умереть за нее. Сьогодні, хлопці, за родину помирати не треба. Сьогодні за родину пожити треба. После небольшой кат-сцены нас ждет финальный штурм. Атмосфера по-прежнему на высоте. В воздухе летает пепел и ворона. Сержант, займите левый фланг и убивайте каждого гада, который будет сопротивляться. Проверить все здания. Есть, товарищ комиссар. Вы все слышали, товарищ? Налево! На столбах качаются повешенные немецкие трусы и дезертиры. А вот Петер Мюллер бы расстроился. Рейхстаг обстреливают «Катюши» и орудия. У каждого из нас своя роль. В небе летят самолеты. Мы же проходим через несколько зданий и через тоннель попадаем на площадь. В атаку! Нейтрализовать их! Бункеры сильно укреплены. Чтобы дать дорогу танкам, нам надо уничтожить зенитные орудия. И этот финальный штурм сделан просто потрясающе круто. Не хочется ни придираться, ни отвлекаться на статую посреди площади. Это один из лучших моментов в игре. И эти бои в очередной раз подтверждают, что штурм Рейхстага из Call of Duty 1 был никчемной шляпой. А вот здесь на экране творится натуральный эпик, и это действительно впечатляет. Уже на самых ступенях Рейхстага из огнемета сжигают нашего друга Чернова. Чернов! Резнов забирает его записки, а нас призывает идти вперед. При этом видно, что Чернов еще жив. Из разведданных, собранных товарищем Ванделеем, мы узнаем, что изначально планировалось, что Чернова должны были добить мы собственноручно. Ну или оставить умирать от ожогов. Честно говоря, после этого представленная сцена выглядит очень мрачно. И непонятно, хорошо или нет, что теперь Чернов в любом случае останется умирать в мучениях, а мы уходим вперед. Что-то мне подсказывает, что будь это компания закультурных американцев, штурм Рейхстага бы просто отменили ради эвакуации Чернова. Ну что ж, видимо, звериная жестокость — это единственный сорт клюквы, который мы здесь увидим, и если вдуматься, то это, в принципе, не так и плохо. А мы тем временем входим в Рейхстаг, и единственное, что меня здесь смутило, это комиссар с матюгальником. Вот уж без кого здесь действительно не обойтись. Не будь его, все солдаты бы точно разбежались по домам. Из Рейхстага. В 45-м году. Идите в пизд... Еще бы заградотряд поставили, пида. Товарищи бойцы, мы входим в логово фашистского зверя. Помните, ни шагу назад. Всех трусов и дезертиров я лично... Куда вы? В атаку? Ну, логично на самом деле. Кого я пытаюсь обмануть? Я здесь нахер не нужен. А еще у нас здесь отбирают ППШ и выдают СВТ-40, как и большинству бойцов. Хотя для боя в здании я бы предпочел именно ППШ. В итоге быстро кончаются патроны, приходится брать оружие немцев или, внимание, найти ПТРС с оптическим прицелом. Вещь страшная, отрывает руки и ноги. Вперед! Все в двери! И вот после упорных боев мы на крыше Рейхстага, и именно нам выпадает честь поднять красное знамя над побежденным городом, но, конечно, не все Им так некуда просто. отступать! Вперед! Расчищайте дорогу для знамени! Дай всем знать, что мы победили! Спиной, спиной повернись, он не выстрелит! Резнов! Дмитрий! Этот момент неплох, но он мог быть и лучше. Все-таки это кульминация игры. Где ликующие советские солдаты, где пролетающие самолеты, где рассвет над сгоревшим городом.
Если до этого многие моменты я назвал бы образцово-показательными с точки зрения постановки и режиссуры, то здесь просто неплохо. Когда-нибудь все изменится, дружище. Родина примет нас в свои объятия как героев. Что же вы все носитесь вот с этой камычевой тряпкой, омытой кровью, возвещающей всему миру миллионы бессмысленных жертв в берлинской мясорубке, что наших, что советских солдат? Надо было отдать город союзникам, которые победоносно шли по Европе и несли с собой свободу и демократию. Они бы вошли в город как победители, не унижая достоинства немецкого народа. Только вот союзники не хотели рисковать жизнями своих солдат в городской мясорубке и отказались брать город. О, канал ТНТ, новости из мира фантастики. Ну а в реальной жизни союзники, конечно же, хотели и всячески старались взять Берлин. О необходимости занять столицу Третьего Рейха прежде Красной Армии писали и Черчилль, и Рузвельт, и фельдмаршал Монгомери. Пока на полях сражений продолжали погибать солдаты, политики уже готовили послевоенный передел мира, и Берлину отводилась роль важного козыря в этой игре. Что касается кровавой мясорубки и закидывания трупами, то потери Красной Армии в берлинской операции известны. 78 291 человек убитыми. Потери вермахта, по самым скромным подсчетам, без учета фольксштурма и Гитлер-Югента, составляют 114 тысяч человек убитыми. С учетом того, что подсчет потерь в последние дни войны у вермахта велся из рук вон плохо, эти данные, скорее всего, существенно занижены. И это мы еще молчим про 480 тысяч немецких солдат, сдавшихся в плен. Так что кто кого трупами закидывал, еще большой вопрос. Что касается быстрого продвижения союзников по Европе, то не мудрено, ведь против них вермахт имел 60 неполных дивизий, только 5 из которых были танковыми, и сдавал один за другим крупнейшие города и транспортные узлы, в то время как на Восточном фронте германское командование имело 214 дивизий, 34 из которых были танковыми, которые ожесточенно дрались за каждый полустанок и домик лесника. А после самоубийства Гитлера по приказу Деница сопротивление на Западном фронте вообще практически прекратилось. Потому что с Запада шли культурные европейские солдаты, уважающие права человека и демократию, а с Востока бесконечные монгольские орды с красными комиссарами и наганами за спиной. О, точно. Именно это и говорили геббельсовские пропагандисты немецким солдатам и мирному населению. Но только немецкие солдаты, и уж тем более армейская верхушка, в большинстве своем знали и про план Ост, и про особую подсудность на Восточном фронте, про все те зверства, ужасы и военные преступления, которые творила немецкая армия на русской земле. Если на Западе немцы воевали с равными, то на Востоке уничтожали недочеловеков, и вдруг пришел час расплаты. И, конечно же, они боялись, поэтому немцы были заинтересованы сдать Берлин союзникам. Если бы город заняли англо-американские войска, то именно они поставили бы точку в этой войне и стали безоговорочными победителями. И тогда Советский Союз можно было бы просто вычеркивать из истории, постепенно забыв вклад Красной Армии в перемалывание основных боеспособных частей вермахта. Но вышло иначе. Город взяла Красная Армия. Точку в войне поставил Советский Союз, а знамя победы над Рейхстагом стало символом нашей победы, который у нас не отнять. Конечно, Сталину нужен был символ его кровавой победы. Той победы, про которую потом 20 лет нельзя будет говорить в Советском Союзе. И никто ее не будет праздновать, потому что все будут плакать и каяться. Это, конечно же, наглая ложь. У меня есть отдельное видео на канале, где я полностью опровергаю этот бред. День Победы, день окончания той страшной войны всегда был для советского человека светлым праздником. И это не фетиш, не повод для криков «можем повторить». Это надежда на долгую и светлую память подвига тех, кто прошел по своей опустошенной земле от Москвы до Берлина, не утратив человеческий облик. Надежда на то, что их будут помнить и чтить не только у нас в стране, но и за ее пределами. На этом кампания за Советский Союз, да и сама игра завершена. Ну а точку ставят кадры ядерной бомбардировки Хиросимы и речь генерала МакАртура. Такие американцы не могли не потянуть одеялко на себя. В этом плане финальная заставка первой Call of Duty была лучше, ну а данная заставка намекает нам на продолжение серии и на холодную войну. Ну а в остальном Call of Duty 5 World at War шикарная игра.
наверное, до сих пор она остается лучшим шутером по Второй мировой войне, оставляя далеко позади и Call of Duty World War II, и богомерзкий сингл Battlefield 5. World at War получилась максимально мрачной, серьезной, эпичной и зрелищной. Она создает нужное настроение, используя прекрасный визуал и музыкальное сопровождение. Да, здесь нет нерассказанных историй про зэка, негра и бабу, спасавших мир. Здесь показаны реальные мясорубки, где вершились судьбы мира. Такой и должна быть игра про самую масштабную войну в истории человечества. Выкуси Battlefield 5. Hello, old friend. Пошла нахуй. И советская компания World at War, как ни крути, лучшая советская компания в шутерах за всю историю. Вообще без антисоветчины, практически без клюквы, а главное, как и в United Offensive, это не бессмысленное копирование отдельных сцен из фильма «Враг у ворот», это отдельная самостоятельная история. Тема мести? Ну а почему и нет? Да, красноармейцы показаны жестокими, но они не показаны уродами или упырями. Они жестоки только по отношению к солдатам врага. Никакой ненависти к мирному населению или немцам как нации мы не видим. Да и мотив как-никак обозначен. Важно, что создатели действительно изучали тему Восточного фронта, а не просто посмотрели разок фильм «Враг у ворот». И видно, что эта тема их не оставила равнодушными. Они искренне старались донести информацию до западного игрока. И хочется сказать искреннее спасибо разработчикам за то, что они, как будто бы специально, вопреки конъюнктуре, проигнорировали все до единого антисоветские мифы, связанные с Великой Отечественной войной и с Берлинской операцией в частности. А ведь могли бы раскопать какие-то мерзкие частности, возвести их в абсолют, а выдать за что-то обязательное и повсеместное, как сделают в ближайшее время создатели Company of Heroes 2. Но Treyarch не пошли по этому пути, за что им низкий поклон. А что это наш эксперт примолк? Так, я не понял, а Покаянский где? Ушел? Так, отставить, я его обещал вернуть Клим Санычу, а то он будет ругаться. Ну а мы резюмируем. Call of Duty 5 World at War замечательная игра, если вы по какой-то причине вдруг ее пропустили, смело запускайте, она даже сейчас играется и выглядит абсолютно по-современному. И это лучшая советская компания в шутерах про Вторую мировую войну. Жаль только, что последняя. Да, увы, с момента выхода игры, то есть аж с 2008 года, советские компании в шутерах про Вторую мировую войну больше не появлялись. Ни разу на моей памяти. Что самое забавное, наши отечественные разработчики за все это время так и не снизошли до создания собственной, хорошей, патриотичной, может быть, игры про Великую Отечественную войну. И я вот иногда думаю, у нас государство выделяет такие огромные деньги на господдержку патриотичного кино для воспитания молодежи. Так может также организовать господдержку патриотичных компьютерных игр? Хотя в жопу. Выйдет такая же лажа, как с господдержкой кино. Ну что ж, на сегодня это все. Надеюсь, проект Игра Клюква вам нравится. Я уже готовлю следующий выпуск, так что мы скоро увидимся. С вами был Данил, канал Таганай. Всем пока!